первой части нашего выпуска мы уже узнали несколько слов и фраз, которые русские в обычной жизни произносят совсем не так, как эти слова и фразы произносят дикторы в учебниках по русскому языку как иностранному. Друзья, это эпизод 126, второй выпуск. Почему вы не понимаете русских на улице? Почему русские некоторые фразы произносят совсем по-другому? Об этом мы сегодня продолжаем говорить. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Подпишитесь на русское радиошоу, поставьте лайк, напишите комментарий, а мы продолжаем. Поговорим немножко об императиве. Конечно, мы можем сказать: смотри, какая красивая девушка. Смотри, какая веселая собака. Но, говоря быстро, мы, скорее всего, скажем не «смотри», а «смотри, смотри, смотри». Смотри, какая красивая девушка. Смотри, какая веселая собака. Смотри, смотри, смотри. Подожди, подожди. Конечно, мы можем сказать «подожди меня, пожалуйста». Но русский чаще всего скажет «подожди, подожди, подожди, подожди». Я знаю, что, говоря отдельно это слово, оно звучит немножко странно и неестественно. Но говоря во фразе это слово, оно звучит абсолютно нормально. Подожди, я объясню, как все было. Подожди, я тебе потом позвоню. Подожди, подожди, подожди. Слушай, слушай. Чаще всего мы просто говорим «слушай». Слушай, ты можешь мне помочь? Слушай, ты можешь мне помочь? Вы слышите? Слушь вместо «слушай», «можь» вместо «можешь». Слушай, ты можешь мне помочь? Слушай, ты можешь мне помочь? Слушай, ты можешь мне помочь? Идем дальше. Может быть. Может быть, мы тоже, говоря быстро, произносим как «может быть». Может быть. Может быть. И вообще слово «может» мы тоже часто произносим просто как «можь». Я, может быть, опоздаю на 10 минут. 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 Может, закажем пиццу? Может, закажем пиццу? Может, закажем пиццу? Может, закажем пиццу? Я, может быть, опоздаю на 10 минут. Следующее слово «только». Чаще всего в беглой речи мы произносим как «тока», 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 «тока». Я только что пришел с работы. Я только что пришел с работы. Я только что. Я только что пришел с работы. У меня только 100 рублей осталось. 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 Ток. Он только что ушел. Он только что ушел. Он только что ушел. Только что. Он только что ушел. Сколько и столько. Чаще всего мы произносим как сколько и стока. Сколько и стока. Сколько это стоит? 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 Тут столько людей очень много. Тут столько людей очень много. Давай уйдем отсюда. Тут столько людей очень много. Давай уйдем отсюда. Сколько-стока. Сколько-стока. Потренируйтесь, порепетируйте, сколько-стока. Но еще раз повторюсь, что я рассказываю вам это не для того, чтобы научить вас нечетко произносить. Я рекомендую вам четко произносить все слова. Но этот эпизод предназначен для того, чтобы вы понимали, как говорят русские. Идем дальше. Потому что. Я не пришел, потому что заболел. Потому что. Я не пришел, потому что заболел. Потому что. Я не пришел, потому что заболел. Почему ты вчера не пришел? Потому что заболел. Следующее слово «вообще». Мы очень часто произносим как «вообще». Вообще, я вообще не понимаю эту русскую грамматику. Я вообще не понимаю это правило. Пще. Я даже не знаю, как я буду писать транскрипцию и субтитры, честно говоря. Я вообще не понимаю, как писать субтитры к этому эпизоду. Вообще не понимаю. Идем дальше. Слово «прямо». Мы часто произносим как «прям». Я прям испугался, когда он закричал. Я прям испугался. Прям. Это прям супер. И вы слышите, это прямо супер. Я могу сказать, это прям супер.
Это прям супер. Это прям супер идея для подкаста. Мне кажется, что вот эта тема, о которой я сегодня говорю, это прям супер идея для подкаста. Если вы согласны, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, например, со словом «спасибо» или с сердечками. Идем дальше. Следующее слово «конечно». Мы чаще всего произносим как просто «конечно». Ты можешь мне помочь? Конечно, я тебе помогу. Конечно, я тебе помогу. Конечно, я тебе помогу. Я не могу тебе не помочь. Конечно, я тебе помогу. Конечно, я тебе объясню это правило. Конечно, я тебе объясню это правило. Конечно, я тебе объясню это правило. Конечно, те. Осталось немного. Наберитесь терпения, дорогие друзья. Следующее слово «наверное». И «наверное» мы часто произносим как «наверн» или вообще «наерн». Я, наверное, пойду спать. Я уже устал. Я, наверное, пойду спать. Я, наверное, пойду спать, я устал. Я, наверное, пойду спать, я устал. Я, наверное. Он, наверное, забыл про нашу встречу. Наверное, То есть мы произносим как «то есть» или вообще как «тёсь». То есть ты хочешь сказать, что эта тема легкая для тебя? То есть ты хочешь это сказать, да, сейчас? То есть ты не напишешь мне комментарий под этим видео. То есть ты хочешь сказать, что ты не напишешь мне комментарий под этим видео. Ты хочешь сказать, что ты не напишешь комментарий к этому видео. Вы слышите? То есть ты хочешь сказать, что ты не напишешь комментарий к этому видео. Так, все. Закругляемся. Это значит заканчиваем. Осталась тяжелая артиллерия. Числительные. Да, мы редко говорим 1000. Мы говорим 1000. Кстати, когда я работал на радио, нас учили говорить не 1000, а 1000. Не дождь, а дождь. Не дожди, а дожди. Это старомосковское произношение, которое было популярно в начале и середине 20 века. И поскольку я начал работать на радио в 95 году, с нами занимались великие мастера советского радиовещания, и они учили нас говорить именно так. Итак, 1000. Я в жизни говорю 1000. Но очень часто русские говорят просто 1000. У тебя есть 1000 рублей, у тебя есть 1000 рублей. Билет на поезд стоит 3000. Мы не говорим «билет на поезд стоит 3000». 3000, 1000, 2000, 3000, 5000. 5000, не 5000. 5000. Слово 50. 50. Вы помните, это 5, 0, 50. Мы произносим как 50. 50. Мне осталось проехать 50 километров. 50 километров. До города 55 километров. Ну и если есть 50, то есть и 60. Да, 60 мы чаще всего произносим как 60. Ему в этом году исполняется 60 лет. А ей в следующем году исполняется 65 лет. А ему 67 лет. 60, 50, 60, 1000, 50, 1060 и так далее. Да, друзья, сегодня было очень много информации. В 3-й раз повторяю, чтобы хейтеры не писали мне, что я учу вас какому-то странному русскому. Еще раз рекомендую вам четко, хорошо артикулировать и четко произносить слова, говоря по-русски. Но в следующий раз, когда вы будете смотреть неадаптированное видео на YouTube, слушать новости на русскоязычной радиостанции, вы уже будете обращать внимание, что чаще всего люди говорят так. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, напишите комментарий. Что еще сказать? Вы можете отправить мне донат или стать спонсором моего канала. Кстати, большое спасибо всем моим спонсорам на YouTube, всем моим спонсорам на платформе Spotify и на платформе Apple Podcast. Большое вам спасибо, а также спасибо всем, кто отправляет свои донаты. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!